выдох. Хорошо. Всем привет! Я Исагалиева Шахерезада, и сегодня специально для YouTube канала про Beauty KZ я покажу вам инструментально-фасциальную технику массажа лица. Данная процедура показана при нарушениях осанки, вследствие чего начались изменения в лице. Первым делом мы расслабляем плечевой пояс для того, чтобы снять спазмы и зажимы в этой области. А также этими движениями мы снимаем напряжение в грудном отделе. Прокачиваем регионарные лимфатические узлы для того, чтобы запустить нашу лимфатическую систему. Мы делаем толкательные движения в сторону крестца. Тем самым мы слегка освобождаем грудной отдел и межреберные мышцы, которые также работают в акте дыхания. Эти движения благоприятно влияют на околопозвоночные мышцы, которые у нас часто находятся в спазме. Сейчас мы делаем постизометрическую релаксацию мышц для освобождения дыхательной системы. Вдох, выдох. Вдох, 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 вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох, задержка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Выдох. Вдох. Нам также нужно качественно проработать область шеи, расслабить напряженные глубинные ткани задней и передней поверхности. Наша шея – это очень важная часть и играет неотъемлемую роль в красоте нашего лица. Качественно проработав короткие разгибатели шеи, мы помогаем нашей голове встать в анатомически правильное положение. Теперь подышим. Вдох. Задержка дыхания. Давим мне на руки. Давим, 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 давим. Прижимаем, прижимаем, прижимаем. Еще. Выдох. Еще. Вдох. Давим, 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 давим. Выдох. Хорошо.
Вдох. Вдох. Давим мне на пальчики. Расслабились. Еще разок вдох. Задержка. Давим, 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 давим. Выдох. Отлично. Сейчас мы мягко прорабатываем боковую поверхность шеи и очень важную мышцу – грудино-ключично-сосцевидную. При укорочении этой мышцы наша голова невольно тянется вперед, тем самым пережимает нервно-сосудистый пучок. Хорошо. Мы плавно переходим на заднюю часть головы и сухожильного шлема, или еще его называют апоневроз. Усыхая, апоневроз сжимает нашу голову, тем самым неблагоприятно влияет на красоту нашего лица. Очень важно качественно работать с нашей головой, так как можно естественным путем снять отечность и сделать легкий лифтинг лица. Сделали глубокий вдох. Выдох. Еще. Отлично. Еще разок. Хорошо. Далее у нас умывание.
Начинаем работу с металлическими гуаша. Данный вид гуаша работает именно с глубокими слоями кожи. Идет хорошая сцепка с фасциями лица. Прорабатываем фиброзные спайки и хорошо затягиваем волосистую часть головы. Предварительно проработанный абоневроз хорошо будет держать наше лицо. Прорабатываем нижнюю треть лица. И не забываем про уши, так как очень часто наши уши могут выдавать наш возраст, а также на ушах у нас есть важные точки нашего организма. Слегка подтягиваем и расправляем морщины вокруг ушей. Со второй стороны повторяем все то же самое. Глубинно прорабатываем фиброзированную ткань. Фиброзы накапливаются при стрессах, при неправильном питании, и также это зависит от образа жизни. Профилактически массаж лица можно начинать уже с 20 лет, так как чем раньше наша кожа и мышцы начнут работать, тем самым дольше будет сохраняться мышечная память. Массаж желательно делать курсами и потом поддерживать в течение всей жизни. С возрастом кости нашего черепа усыхают, а если есть отечность в лице, под силой гравитации лицо зрительно опускается вниз. Делая массаж регулярно, мы усиливаем приток крови в кожу и мышцы, тем самым питая и восстанавливая ткани. Кожа становится эластичной, а лицо выглядит живым и подтянутым.
Бытует мнение о том, что кожа растягивается и нельзя с ней глубоко работать. Это совершенно не так. Нашей коже лица и мышцам нужны и важны легкие нагрузки в виде массажа. Но и очень важно соблюдать пищевой и водный режим до и после процедуры, чтобы наша кожа качественно восстанавливалась и подтягивалась. Белковая пища полезна до и после любой физической нагрузки, и в том числе до и после процедур массажа, так как именно синтез белков в организме улучшает обмен веществ, а чрезмерное употребление сахара и углеводов затормаживает все процессы. Часто женщины с тонкой кожей боятся ходить на массаж, но при правильном сбалансированном подходе даже тонкая кожа быстро восстанавливается и подтягивается. Стрессы и переживания, жесткие диеты и солнечные лучи, неправильный сон и отсутствие физических нагрузок также сказывается на нашем лице неблагоприятным образом. Снижается упругость и появляется дряблость кожи. Но это также очень быстро можно восстановить целостным подходом. Укорочение треугольной мышцы и мышцы, опускающей нижнюю губу, часто на лице проявляется как морщины марионетки. Нам важно ее расслабить и потянуть вверх. Подбородочная мышца также влияет на формирование морщин от уголков губ. Важно ее глубоко расслабить. Мягко сливаем жидкость в околоушные регионарные лимфатические узлы.
В формировании носогубной складки участвуют несколько мышц. Нам важно их мягко приподнять и освободить слипшиеся ткани. Лоб часто играет очень активную роль в нашей мимике, как позитивные, так и выражает негативные эмоции. Поэтому скопление морщин именно в области лба преследует наших женщин. Мы также глубоко приподнимаем и освобождаем ткани, прилипшие к надкоснице черепа. Вытягиваем лобное брюшко к волосистой части головы. На этом все. С вами была Исагалиева Шахерезада.
Если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, в комментарии и подписывайтесь на YouTube канал ProBeauty KZ. Всем пока!